Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она в шоке? Как всегда, настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, такое ощущение, что вы сейчас пожинаете вот плоды того, что вы заслужили. Это касается в первую очередь, конечно же, и материальных благ, да, у кого-то, возможно, какая-то, либо же повышение зарплаты, ну, как бы получение премии, да, у кого-то это реально, когда вы вот достигли, может быть, купили себе то, что вы мечтали давно, либо же вот-вот вы купите, да, допустим, вы долго копили, чтобы купить что-то дорогостоящее, может быть, кто-то квартиру хочет купить, либо же еще что-то очень ценное и важное для вас. Вот вы заработали, да, вы, может быть, даже очень долго шли к этому, чтобы купить то, что вы задумали. Очень вы такой живчик, я бы сказала, вы очень активный. Вы постоянно где-то суетитесь, что-то делаете, такой вот непоседа, на месте не сидите. Может также проигрываться, что у вас работа связана с поездками, с дорогами, да, кто-то это за рулем, кто-то в командировке, может быть, ездит, кто-то, может быть, ну, просто имеет машину, да, и вообще постоянно за рулем. Ну, то есть у вас, знаете, такое ощущение, что у вас как-то жизнь начинает потихонечку налаживаться. И я не могу сказать, что вы очень счастливы сейчас, потому что, ну, я не вижу у вас второй половинки, которая для вас важна. Вот как-то у вас работа, ну, друзья еще, может быть, приятели, коллеги, да, есть какие-то мужские вот эти тусовки, посиделки, да, может быть, это и рыбалка, охота. Ну, то есть какое-то времяпрепровождение именно с мужчинами. Но тем не менее, вот вы как-то с ностальгией смотрите назад. Вы частенько можете вспоминать прошлое, вы можете думать о каких-то людях из прошлого. Это может быть кто угодно, да, начиная от вашей бывшей женщины, допустим, потому что я сейчас не вижу у вас рядом женщины. Получается, соответственно, вы либо разошлись, развелись, расстались, разъехались, да. Может быть, у кого-то ностальгия даже за родителями, особенно если их уже нет с нами, да. Ну, то есть как-то вот вы очень часто возвращаетесь мысленно к прошлому, какие-то моменты, может быть, вспоминаете. Вы такой человек, в принципе, вы веселый. Ну, по жизни я имею в виду, вы такой весельчак, вы душа компании, вы умеете пошутить, вы любите пошутить, да, у вас и хорошее чувство юмора. Кстати, у некоторых из вас может проигрываться, что вы, ну, частенько, может быть, даже с друзьями проводили время, просто чтобы вот как-то отвлечься, забыться после ваших вот этих вот перипетий, после ваших расставаний, которые произошли, чтобы не сойти с ума в одиночестве, так сказать. Вы такой вот человек, который, знаете, как-то вот вы любите стабильность, стабильность во всем. У вас должна быть стабильность и душевная, и материальная, вот, и в эмоциях, да, вот вы, ну, не конфликтный человек, я не могу сказать, что вы там такой резкий, вспыльчивый, нет. Конечно, если вывести, то психануть может любой человек, даже самый спокойный. Но вот вы больше добряк. Вот я склоняюсь к тому, что вот если к вам по-хорошему, вы горы свернете ради человека. Тем более, если это будет любимый человек. Ну, то есть, вы понимаете, вот мрачный период, я бы сказала, вот как подвести черту, вот, да, вот сигнификацию. Вот мрачный период все-таки у вас уже отходит. У кого-то он, может быть, уже отошел, да, вот как-то вы оживать начинаете. Хоть еще мыслями, да, вы еще ностальгируете, может быть, вспоминаете. Вот. Но все равно как-то вы оживаете. У кого-то он отошел этот период, некоторые еще немножечко, может быть, вы грустите, да, но все равно как-то вот вы себя вытягиваете, вы и сами себя вытягиваете из этого состояния, пытаетесь все равно как-то отвлечься, осознанно причем отвлечься. Плюс вам друзья помогают, у вас есть люди, которые вас и поддержат, и плечо поставят. Я не могу сказать, что это много людей.
Ну, пару-тройку человек у вас есть такие, которые и помогут, и поддержат, если надо, и приедут там, да, и за рюмкой чая посидят и так далее. Вот, поэтому как-то вот у вас немного жизнь начинает налаживаться, вернее. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же дама пришла к нам сегодня на расклад. Ой, какая дамочка, которая никогда не показывает свое истинное лицо. Вы знаете, у вас была женщина, которая доставляла вам, ну, я думаю, в последнее время особенно больше негативных эмоций, чем позитивных. Мы не берем во внимание то, что было когда-то, то, что было много лет назад, да, вот, может быть, в начале ваших отношений, она была другой. Я вам скажу, ребята, вы свою женщину, каждый, да, вот свою, вы до конца так и не узнали. Причем может быть такое, что вот когда вы уже разошлись, может быть от знакомых, каких-то там, я не знаю, родственников, ну то есть круг общения, который ее и вас знает. Может быть, вам открылись какие-то новые такие факты о ней, да, что просто волосы дыбом становятся, вы в шоке по колено просто, после того, что вы узнаете о бывшей. То есть это человек, который по жизни притворяется. Человек, который, ну, я думаю, она вообще мало кому показывает свое настоящее лицо. То есть вы о ней всего не знаете. У нее куча комплексов, у нее по жизни куча страхов. Это могут быть страхи и по поводу вообще отношений. Это могут страхи какие-то и в интиме быть, да, вот, допустим, смотрите, вот страхи, комплексы, да, вот в интиме, вот многие женщины вот говорят, вот это я буду, это я не буду, это фу-фу-фу, это я не люблю, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю, да. То есть человек закомплексованный, но она пытается казаться другой. Вот она пытается казаться именно вот за счет того, что она еще, знаете, вот она может гнобить, унижать других, и она за счет этого как бы самоутверждается. Может еще проигрываться то, что она даже к детям не очень хорошо относится. Вот она может даже, допустим, детей обижать. Вы можете даже не знать, что она не очень хорошо к детям относится, там и ругает их, и толкает, и так далее. Ну, то есть вот она как будто самоутверждается за счет более слабых. Вы, конечно, вы, да, казалось бы, мужчина, вы не слабый мужчина, но тем не менее, вот когда она скрывала свое лицо, когда она там, допустим, устраивала вам скандалы, опускала ниже плинтуса, понимаете, она вот психологически, она пыталась за счет вас поднять свою самооценку. Вот она просто самоутверждалась. Так довольно часто люди, кстати, делают. Люди, у которых полно комплексов, которые не уверены в себе, с заниженной самооценкой. Они довольно часто так и делают. Вот и она людям как-то вот по жизни доставляет очень много проблем, неприятностей. Она такой человек, знаете, она очень боится неудачи. Она боится остаться неудачницей, остаться у разбитого корыта, никому не нужной. Она всегда вот хотела иметь рядом сильное плечо. Она хотела красивую жизнь. Давайте-ка уточним, а что же ей не понравилось? Хорошо. Вот когда она с вами жила, что же ей не понравилось? В двух словах сейчас давайте посмотрим. Знаете, может, она даже может проигрываться, она вас к детям даже могла ревновать. Вот что, может быть, вы детям, либо же больше внимания уделяете. Может быть, вы больше денег тратите. Вот какая-то ревность даже к детям. Она, знаете, вот еще какой момент, почему она так к вам относилась. Она очень не верит мужчинам. У нее был такой момент, еще, я думаю, это до вас было, да, вот были отношения, когда мужчина ей сделал больно. Вы можете даже и не знать этого момента, она могла не рассказывать, поскольку она дама очень такая скрытная. До вас был мужчина, который ее, ну, хорошенечко так унизил, опустил, да, вот. И у нее осадок остался.
Вот просто ее ниже плинтуса опускали, вытирали ноги о нее. И теперь она вот за счет вас, она самоутверждалась. Плюс у нее ревность была, недоверие. У нее вообще недоверие к мужчинам. Я не знаю, может быть, вы даже и не в курсе этого. Она могла вам говорить совершенно противоположное, но она вам не доверяла до конца. У нее постоянно были какие-то сомнения. Она могла даже втихаря проверять ваши телефоны. Она могла где-то даже вот следить, соцсети проверять, там странички, ну, то есть переписки, все-все-все. Она могла везде лазить, да, где надо и где не надо. Ну, то есть ей все равно, что это личное пространство, да, что нельзя трогать чужой телефон, да, лазить там в соцсети. Ей все равно. Она настолько вот боится нового предательства. Она очень боится, что ее снова опустят, сделают больно. Она живет вот по принципу лучше гнать, чем быть гонимым. Вот такие люди, они считают, что лучше я сначала сделаю больно, на опережение пойду, да, вот лучше я кому-то сделаю больно, ну, даже мужу, допустим, в данном случае, чем он сделает, да. То есть и ревность к детям, и ревность к женщинам. У нее вообще какие-то вот куча комплексов. Она, я вам скажу, даже вот пошла по другим мужчинам, пошла по рукам, да, грубо говоря, просто для самоутверждения. Вот если вы не знаете, из-за вот этих вот комплексов, да, поскольку у вас начались с ней серьезные проблемы, у вас начались и конфликты, и недоверие, и терки вот эти все, да, куча претензий началась. Она просто пошла для того, чтобы ну, как бы сама перед собой вот выросла в глазах, да, вот самоутвердиться ей нужно было. Чтобы другие мужчины ее холили, лелеяли, она хотела почувствовать, что другим она тоже нравится. Вот она не чувствовала, она вот такая зажатая, закомплексованная была, вот ей то ли не хватало, да, вот она чувствовала, что ее мало любят, ей мало дают, ее мало окружают заботой, вниманием и так далее. Ну, то есть вот она вот начала вот чудить и направо-налево ходить только чтобы самоутвердиться. Давайте-ка теперь посмотрим, почему же она в шоке все-таки. Так. Она, знаете, смотрите, она в шоке потому, что вот даже находясь на расстоянии, она думала, она будет некоторым образом вами манипулировать. Это может быть либо же с помощью детей, либо там еще с помощью каких-то общих знакомых, может быть, либо напрямую. У каждого это будет своя ситуация проигрываться, но то, что она манипуляторша, это однозначно. Вот такая вот закомплексованная, да, неуверенная в себе, с кучей страхов и комплексов манипуляторша. Смотрите, она в шоке, потому что она думала, что вот вы разошлись, да, и вы через какое-то время будете бегать за ней. А такого не случилось. Вот она ждала. Она думала, что вы примчите к ней. Она хотела, она ждала. Она, я вам скажу, она в глубине души не собиралась разводиться, расходиться. Да, если уже у вас начались, допустим, скандалы, там, взаимные какие-то обвинения, вот эти вот терки, то да, она, конечно, включила королеву, она могла наговорить всего, что угодно, да, и всяких гадостей, и вас опускать, да, вот при расставании, ну, то есть могла чудить только так. Но на самом деле, вот если в глубину вот ее души заглянуть, она не собиралась разводиться. Она думала, что так, она где-то почудит, там по жезлам попрыгает, да, и это будет либо незамеченное, либо это все простят ей. Нет, она не собиралась. Она думала, вот вы примчите, а вы не мчите, вы ничего не делаете, да. Как бы она думала, во-первых, еще может проигрываться, что она хотела по максимуму и денежек урвать у вас. Не получилось то, что она задумала. То есть она вот в шоке осталась, потому что вот куда ни кинься, она и там у нее не получилось, и там не получилось. В общем, все пошло не по плану, все не так, как она хотела, да, вот. То есть человек думал, что ну хорошо, ладно, ну расстались, ну заберу-ка я у него там, допустим, всю квартиру, всю машину, либо же там денежек полностью там по максимуму заберу, да.
Не получилось. И плюс, конечно же, контрольный выстрел, это то, что, как это, мужчина и не бежит, и не мирится, да? Ну, то есть человек, который постоянно надеется, что все будут прогибаться перед ней, да, вот она включает периодически королеву, такую маску королевы одевает, и она думала, что и вы наступите на свою гордость, вы прогнетесь в очередной раз, да, потому что она видела, что вы прогибались не раз, прощали ей много чего, закрывали глаза. Она думала, что вы и здесь будете бежать, давай помиримся, давай все вернем и так далее. Но здесь все пошло не так. Так, и что же, будет ли она что-нибудь делать с этим? Давайте-ка посмотрим. Что же она будет делать? Знаете, она ничего не будет делать. Нет, она перегрустит какой-то период. Но она будет какое-то время одна. Появится в ее жизни еще мужчина, но такой эмоционально холодный, воздушного знака зодиака, может быть, вдовец может также проигрываться, но такое, сюсюкать точно не будет, жесткий. Она будет его продавливать, конечно, на женитьбу, на то, чтобы семья образовалась у них, потому что мужчина довольно такой серьезный, статусный, возможно, обеспеченный. Она при нем, ну, она так рассчитала, что она может жить в полном шоколаде с этим человеком. Поэтому она будет работать в том направлении. А к вам, конечно же, она проявляться не будет, потому что она хотела, чтобы это вашими руками все произошло, чтобы вы к ней проявились, не она к вам, а именно вы к ней, понимаете как? Поэтому она шокированная долго не будет сидеть. Она пойдет на поиски нового мужчины, нового какого-то вот, ну, спонсора, что ли, да. Нехорошее, конечно, слово, но тем не менее это так и есть. Вот такие вот дела, ребята. Поэтому я не думаю, что она проявится. Абсолютно. Ей гордость не позволит. Плюс, я думаю, она все-таки вас знает. Да, вот, да, она надеялась, что вы примчите, да. Но, тем не менее, она понимает, что раз вы не примчали сразу, то значит, вы вряд ли примчите, и вы не будете унижаться перед ней. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!